Привет. Заходим в проект. Начало. Первая сцена. Здесь поставим первого персонажа, который будет вести диалог от своего лица. Персонажей мы уже создавали во втором уроке, поэтому будет попроще разобраться с расстановкой их по сценарию. Кликаем на кнопку в нижнем правом углу. Теперь на оранжевую кнопку, где написано Characters. В появившейся строчке указываем имя нужного персонажа. Вот первый персонаж. Кстати, если не помнишь, у какого персонажа какое имя, то можно посмотреть это в Characters. Я тут сохраняю пока что. Назад, назад. Вот Characters. И вот, и вот имена персонажей и как они выглядят. Ну, тут с изображением только один персонаж. Тут персонаж без изображения, потому что мы его создавали прямо в блоках и не указали изображение. Я сейчас его укажу. В принципе, это будет то же самое изображение. Заморачиваться не буду, сохраняю. Ой, имя. Конечно же, имя. Тима 2. Сохраняю. Все, готово. Первый, второй персонаж. Точнее, наоборот. Так, начало. Сцена первая. Продолжаем то, что начали. Обратимся к этому блоку. 3 точки. Редактировать. Выбираем персонажа первого. После указания имени появляется вторая строчка. Тут надо поставить имя персонажа, которое было дано при загрузке изображения. У меня оно, в принципе, такое же. Теперь появляется строка с названием «Показать элементы управления изображением». Вот она. Жмем на нее, вот на эту вот стрелочку. Первый параметр Scale отвечает за размер персонажа. Чем правее двигать ползунок, тем больше будет персонаж. Ну и тут вообще его не будет. Пускай вот так. Второй параметр отвечает за его положение по горизонтали. Персонажа, соответственно. Вот. Чем правее двигать ползунок, тем правее будет стоять персонаж, что в принципе довольно логично. Пускай стоит здесь. Третий за положение по вертикали. По дефолту, то есть стандартно, нижняя часть картинки прижимается к краю экрана. Но это можно поменять. Жмем Custom. И вот здесь появляется новый ползунок, который позволит перемещать персонажа вверх и вниз. Я оставлю по дефолту, в принципе, нормально. Четвертый параметр позволяет отразить персонажа по горизонтали. Вот этот параметр. Итак, когда все настроено, кликаем «Добавить персонажа». Все, вот этот персонаж. Потом кликаем «Добавить действие». Если нужно, чтобы персонаж появлялся в другом месте, а не там, где он сейчас стоит, он сейчас стоит вообще, считай, в конце блока, то есть тут уже идут диалоги, а персонажа нет. Он появляется вообще вот здесь, когда идет повествование от третьего лица. В общем, зажимаем пальцем и тащим на нужное место. Я ставлю под фразу «Привет». Тестируем. Назад, назад, назад. 3 точки. Play. Окей. Новая игра. И, в принципе, можно было персонажа поставить перед блоком текста, потому что он появляется не сразу, но появляется. Один. И вот идет вторая сцена, и персонаж, так же как и фон, пропадает. Если нужно, чтобы персонаж пропадал без перехода на новую сцену, тогда... Так, сейчас выхожу. В игру. Начало. То есть, чтобы он пропал прямо в этой же сцене. Тогда тут же кликаем на голубую кнопку в правом нижнем углу. Жмем на оранжевую кнопку. Вот здесь, в сером овале, показывается персонаж, которого мы недавно добавили. Кликаем на крестик рядом с именем персонажа. Вот этот вот. Жмем на голубую кнопку «Добавить действие» и перемещаем этот блок на нужное место. Например, сюда. Готово. Сейчас протестируем.
Новая игра. Появляется персонаж. Как дела? И он пропадает. Но при этом мы находимся в первой сцене. Это легко можно проверить, потому что фон не исчез. Все протестили, выхожу. И еще такой момент. Может быть так, что в одно и то же время показываются два персонажа, что в принципе даже во второй сцене есть, потому что здесь есть первый персонаж, который говорит привет, и второй персонаж, который говорит привет. Так, тут я перемещу. Если нужно, чтобы одновременно показалось два персонажа, тогда нажимаем на 3 точки рядом с блоком для первого персонажа, редактировать, и просто тут же добавляем второго персонажа. Жмем на вот эту вот строчку. 2, 2. Тут снова же меняем параметры, как нужно. Пускай это будет большой персонаж и будет стоять слева. Ой, в смысле справа. Сначала нажимаю вот эту вот кнопку. И теперь вот эту. Но единственное, я сейчас кликаю на первого персонажа, чтобы поменять параметры. А именно отражение. Чтобы они друг на друга смотрели. Все, снова нажимаю на эту кнопку. Применить действие. Готово. Таким образом расставляем персонажей по текстовому сценарию. Их может быть, кстати, не 2, а 3, 4 и сколько угодно. Просто здесь вот редактируем блок и добавляем нужное количество персонажей. Логично было бы сделать так. Добавить просто новый блок и там добавить еще персонажа. Но это не будет работать по той простой причине. Вот сейчас я попробую. Здесь удалю всех. Поставлю посередине. Применяю. То есть вот здесь два персонажа. И как бы должен показаться третий, потому что сразу после этого ведь идет блок с персонажем, правильно? Назад. Сейчас покажу. Новая игра. И произошло нечто странное. Поскольку последний персонаж идет рядом с текстовым блоком, ну то есть с диалоговым окном, тогда он и остается, а первые два персонажа, они просто исчезли. Вот поэтому нельзя так делать. Нужно именно в одном блоке всех ставить персонажей. Сейчас поставлю и покажу, что с таким подходом проблем не будет. Это удаляю. То есть жму на 3 точки и delete. Окей. Назад. Play. Окей. Новая игра. Появляются два персонажа, идет диалог. Все хорошо работает? Ну а на этом все.